день рождения Нестора Летописца, а также День украинской письменности и языка. В 11:00 по Киеву украинцев по всему миру призывают присоединиться к написанию радиодиктанта национального единства. Диктовать будут на всех страницах в соцсетях государственного вещателя Суспільне и Украинского радио. Пожалуй, я тоже присоединюсь. И вы подключайтесь. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Прокуратура ФРГ по просьбе Джорджа Клуни будет расследовать военные преступления РФ в Украине. Очень важной частью нашей работы было фотографирование документов, оставленных бежавшими российскими войсками. Эти документы помогли нам установить конкретные подразделения, которые там находились, и их командиров. Клуб любителей Кремля в ЕС. Словакия не будет помогать Украине. Глава МИД Венгрии поехал в гости к Лукашенко, ну а Орбан гордится тем, что пожал руку Путину. У вас стратегия войны, у нас стратегия мира. И мы хотели бы сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи с русскими, иначе шансов на мир не будет. Польша проведет первое заседание нового парламента 13 ноября. Президент Дуда пока ждет, кого же ему предложат в премьеры. Я сообщил всем участникам встреч, что я открыт для любых предложений. Если кто-то считает, что необходимы дальнейшие встречи со мной, я готов встречаться. Доброе утро, друзья! Для начала, как всегда, наболевшим все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка, ваша активность, говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень помогает продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. Правозащитники фонда Джорджа и Амаль Клуни добиваются выдачи ордеров на арест российских военных, которые совершали преступления в Украине. Фонд просит расследовать дела прокуратуру ФРГ. Военные, о которых идет речь в документах, это командиры высшего и среднего звена российской армии. Правозащитники, в частности, призывают расследовать ракетный удар по Сергеевке в Одесской области летом 2022 года, когда погибли 22 человека, а также случаи пыток, убийств и насилия в Харьковской и Киевской областях. Мы были во всех местах, где совершались эти преступления. Во многих из них неоднократно, и везде мы опрашивали свидетелей и потерпевших, осматривали местность. Очень важной частью нашей работы было фотографирование документов, оставленных бежавшими российскими войсками. Эти документы помогли нам установить конкретные подразделения, которые там находились, и их командиров. Армия РФ ослабила интенсивность штурма под Авдеевкой из-за погоды, сообщил глава городской военной администрации Барабаш. На Авдеевском участке ВСУ отбили российские атаки на Степное, Тоненькое, Северное и Авдеевку. Генштаб ВСУ констатирует продолжение попыток России окружить город. На Марьинском участке войска России атаковали Новомихайловку и западную часть Марьинки. По данным многих аналитиков и судя по видео с места, российским войскам 24 и 25 октября удалось взойти на так называемый Терекон, но не удалось там закрепиться. В Авдеевке все еще остаются более 1600 мирных жителей. Я понимаю, что это очень сложно покинуть свои родные дома, квартиры, но это вопрос выживаемости, это инстинкт самосохранения. Что это за 1600 жителей? Дело в том, что очень схожую ситуацию мы видели в свое время в Северодонецке, в Лисичанске, даже в Бахмуте. Когда люди не выезжали почему-то уже с практически разрушенного полностью города, в котором ничего не осталось. А потом очень замечательно эти люди вписывались в пропагандистские сюжеты российских оккупантов, вешались на шею оккупантам, которые заходили в эти населенные пункты. Я с осторожностью всегда отношусь к тому, кто остается в городе, который практически ежедневно обстреливается и равняется с землей. При этом остается не потому, что у него в руках оружие, и он готов защищать этот город, а потому что он гражданское лицо, которому якобы не хочется покидать свой дом. Всегда можно найти себе убежище. Мы об этом прекрасно знаем, что многие временно перемещенные лица нашли себе убежище.
Еще 12 грузовиков с гуманитарной помощью проехали в Газу из Египта через пограничный переход Рафах. Грузовики доставили в сектор воду, продовольствие и медикаменты, но не топливо, на поставки которого Израиль наложил запрет. По данным Красного полумесяца, с 21 октября в сектор Газа было допущено в общей сложности 74 грузовика с гуманитарной помощью. Но этого катастрофически мало. Тем временем член военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль будет следовать собственным интересам, принимая решения о военных действиях в секторе Газа. Борьба с террором в Газа будет продолжаться на территории сектора, вглубь в любом месте и в любое время, необходимое для обеспечения безопасности общин, которые будут восстановлены, и для восстановления региона. Этот маневр будет лишь одним из этапов длительного процесса, включающего оборонительные, дипломатические и социальные аспекты, которые может занять годы. Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию по войне в Израиле. России не понравилось, что в документе подчеркивается право Израиля на самооборону и нет пункта о немедленном прекращении огня. А атаки террористов Хамас называются чудовищными. Правом вето воспользовался также Китай. Против документа выступили Арабские Эмираты. В Политбюро Хамаса поблагодарили российских партнеров за срыв американской резолюции. Ну а представители боевиков прибыли с визитом в Москву. Северокорейские боеприпасы уже прибыли в Россию. Как отмечает в своей ежедневной сводке британская разведка, несмотря на то, что российская сторона это отрицает, ракеты фактически доставлены на склады в западной части РФ. Если Пхеньян сможет поддерживать этот уровень и скорость поставок, а это более 1000 контейнеров за последние несколько недель, то он станет одним из главных иностранных поставщиков оружия России наряду с Ираном и Белоруссию. Пока не ясно, что Россия согласилась предложить Северной Корее взамен. Маловероятно, что весь пакет уже согласован, но скорее всего, что именно это обсуждалось во время недавних визитов высокопоставленных российских чиновников в Северную Корею. В пакет войдет финансовая помощь, прочая экономическая поддержка, предоставление военных технологий и взаимодействие в других областях, например, в освоении космоса. Венгерский премьер Орбан заявил, что гордится рукопожатием Путина, потому что у него есть мирная стратегия, которая включает поддержание диалога с Россией, и она пойдет на благо Европы. Венгрия также отказалась рассматривать заявку Швеции о вступлении в НАТО и всеми другими способами играет на руку Кремлю. Главе европейской дипломатии Борреллу уже так надоели финты Орбана, что он заявил, Венгрию в ЕС никто силой не держит. У нас очень прозрачная и ясная политика в этом вопросе, которая отличается от большинства стратегий. Наверное, и от вашей стратегии тоже. У вас стратегия войны, у нас стратегия мира. И мы хотели бы сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи с русскими, иначе шансов на мир не будет. Это стратегия, поэтому мы гордимся ею. Нет, мы гордимся тем, что делаем это. Мы единственные, кто выступает от имени и в пользу мира, в котором заинтересованы все в Европе. Пока Орбан кринжевал в Брюсселе, его верный соратник и глава МИД Петер Сиярто подался на прием к белорусскому диктатору. Он, пожалуй, единственный из европейских политиков, кто не стесняется пожать руку кремлевской содержанке. Лукашенко был настолько рад встрече, что заявил, является ярым сторонником Европейского Союза, оказывается. Почему-то в Евросоюзе считают, что мы являемся противниками Европейского Союза Беларусь. Знаете, мы люди не злопамятные, и несмотря на турбулентность нынешнюю в Евросоюзе и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского Союза. Не потому, что я очень люблю Европейский Союз, а потому, что Европейский Союз вместе с США, Китаем и Россией, и Индией в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Поэтому как европейское государство, а центр географический в нашем Полоцке, на севере Беларуси, мы абсолютно за то, чтобы Европейский Союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский Союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы
на это нацелены. И вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политики, которую сегодня Союз проводит в отношении Беларуси. Мы сторонники Союза. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. После победы его партии на выборах он подтвердил свою позицию, заявив, что Словакия испытывают более серьезные проблемы, чем Украина. От гуманитарной помощи Украине Фицо пока что не отказывается. Как писала BBC, с начала российского вторжения Словакия активно поставляла Украине оружие и стала важным звеном в логистической цепочке поставок западной помощи. Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий – лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Евросоюз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца. Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата. Первое заседание нового состава парламента Польши состоится 13 ноября. Об этом сообщил президент Анджей Дуда. Дуда, впрочем, не назвал имя политика, которому поручит сформировать правительство. На этот пост сейчас претендуют двое. Действующий премьер Матеуш Моровецкий от партии «Право и справедливость», а также глава партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск. Партия «Право и справедливость» заняла первое место на выборах, однако она вряд ли найдет союзников для формирования новой коалиции в парламенте. Оппозиция призвала президента не затягивать с назначением премьера. Их кандидатура – это Дональд Туск. Вот так это выглядит сегодня, дамы и господа. Мы продолжаем нашу работу в этой области. Я понимаю, что переговоры по формированию коалиции продолжаются. Я сообщил всем участникам встреч, что я открыт для любых предложений. Если кто-то считает, что необходимы дальнейшие встречи со мной, я готов встречаться. Последняя песня английской рок-группы Beatles выйдет в свет 2 ноября. Трек под названием Now and Then станет доступен на стриминговых платформах. Песня была записана Джоном Ленноном на кассете и сохранилась в очень плохом качестве. Ее удалось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта. Ее доработали и довели до нынешнего состояния Пол Маккартни и Ринго Старр. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме, ну или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!